Приветствую, дорогие братья и сестры! На прошлых видеороликах мы рассмотрели зарождение первых технологий, узнали два основополагающих компонента для создания современных вычислительных девайсов. Первое – это сохранение информации на носителях. И второе – узнали о первых способах передачи информации и даже начали изучать технологию электричества. А начиная с данного видеоролика, мы будем говорить об электричестве более детально, но как всегда начнем с самой основы. И начнем мы с фундаментального закона физики и природы. Это, конечно же, закон сохранения энергии. И звучит она так: энергия не может возникнуть из ничего и не может исчезнуть в никуда. Она может только переходить из одной формы в другую. Я пытаюсь сказать, что невозможно создать электрическую энергию из ничего. Мы можем преобразовать энергию механическую в электричество, или, например, тепловую энергию или химическую в электрическую. Или же также можно и наоборот, энергию электричества обратно преобразовать в механическую, тепловую и так далее. Давайте разберемся, как можно преобразовать механическую энергию в электричество подробнее. Другими словами, мы разберем принцип работы гидроэлектростанции ГЭС. Предположим, что у нас есть водопад, из которого постоянно падает вода, а под водопадом мы положили лопасти. Конструкцию сделаем таким образом, чтобы при переворачивании каждой лопасти мельница крутила ручку двигателя. Другими словами, мы сделали генератор тока. Проще говоря, во время того, как будет крутиться ручка двигателя, на проводах этого двигателя мы будем получать ток. И этот ток мы будем использовать для того, чтобы зажечь лампочку. Теперь самое главное. Полагаю, что с водой и лопастями мельницы все понятно. Теперь давайте разберем, что такое электродвигатель. Кстати, если крутить за шестеренки двигателя, можно получить ток. А если наоборот подать ток на провода, то уже шестеренки будут крутиться. Проще говоря, энергию можно повернуть как в один вид, так и обратно в другой вид. Итак, давайте рассмотрим принцип работы двигателя. Возьмем постоянный магнит и зафиксируем его неподвижно. Внутрь магнита поместим провод. Провод свисает свободно, но стоит по нему пропустить ток, как провод немедленно втянется внутрь магнита. Если же мы поменяем местами концы провода, то есть поменяем местами плюс и минус источника тока, мы увидим, что провод не втягивается внутрь магнита, а наоборот выталкивается из него. Вместо гибкого провода возьмем теперь толстую проволоку и согнем из нее рамку. Поместим рамку в магнит, как в прошлом опыте, и пропустим через рамку ток. Почему рамка повернулась? Да потому что та часть рамки, в которой ток идет вниз, втягивается внутрь магнита, а та часть, в которой ток идет вверх, наоборот, выталкивается из него. Положение рамки настолько устойчиво, что если пальцем попробовать развернуть рамку, она немедленно вернется в исходное положение. На принципе поворота рамки с током в магнитном поле основана работа прибора, который называется электродвигатель. Если в тот момент, когда рамка еще не приняла устойчивого положения, отключить ток, рамка по инерции повернется до первоначального положения. Если поступление тока регулировать так, чтобы он включался в момент нужный для разгона рамки и выключался перед тем, как рамка попытается остановиться, рамка будет вращаться непрерывно. Устройство, которое регулирует поступление тока в рамку, было изобретено в 19 веке. Оно называется коллектор. В самом простом виде это два металлических полукольца, находящиеся на одной оси с рамкой. Обратите внимание, направление тока в рамке из-за колец постоянно меняется. Итак, роль коллектора двигателя сводится к переключению направления тока в рамке на противоположное каждый полоборота. В настоящем электродвигателе не одна вращающаяся рамка, и даже не две. Их целое множество. И расположены они так, что напоминают цилиндр. И контактов у них тоже много. Рамки и коллектор образуют подвижную часть двигателя. Она называется ротор. Неподвижная часть двигателя называется статор. Он содержит магниты и одновременно является корпусом двигателя. Давайте посмотрим, как можно сделать электродвигатель из обычной картонки и простых магнитиков. السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني
زفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا